самое большое заблуждение, если не глупость, звучит так: жить рядом с мигрантами безопаснее. Это высказывание депутата Евгения Федорова снова стало предметом обсуждения после новых инцидентов, связанных с мигрантами. В Москве группа оголодавших мигрантов совершила нападение на магазин. Это только одна из огромного числа историй, опровергающих посыл депутата. Об этом, и не только, мы и расскажем в данном выпуске. Общественность вновь обратила внимание на скандальные заявления Федорова, который пытался обосновать свою позицию ссылкой на статистику. Однако эта статистика вызывает больше вопросов, чем ответов. Люди задаются вопросом, как долго политика лоббирования интересов иностранных граждан будет идти в ущерб интересам местного населения. Федоров утверждал, что преступления, совершаемые гражданами России, редко освещаются в СМИ, в то время как преступления мигрантов выделяются на фоне общей массы правонарушений. Он также подчеркивал, что новости о преступлениях мигрантов часто акцентируют внимание на их национальности, будь то узбек или другой иностранец, хотя их число в 8 раз меньше, чем у граждан России. Чтобы понять контекст его высказываний, стоит вспомнить, чем Федоров отличился ранее. Не так давно он заявил, что борьба с мигрантами подрывает экономику страны, так как, по его словам, если мигранты не будут работать курьерами, эту нишу займут работники оборонно-промышленного комплекса, которые получают меньше. Таким образом, он не только защищал интересы мигрантов, но и публично критиковал россиян, заявляя, что рядом с гостями жить безопаснее. В одном из своих видео Федоров высказал мнение, что статистика преступлений доказывает, мигранты более миролюбивы, чем среднестатистический россиянин. Он добавил, что гости якобы создают меньше проблем, чем местное население. И все бы ничего, если бы сами мигранты, вопреки заявлению депутата Федорова, не устраивали беспредел. Мигранты продолжают своими действиями опровергать утверждение депутата Федорова о том, что жизнь рядом с ними безопасна. В частности, в столице совершено нападение на магазин. 2 мигрантов ворвались в супермаркет, угрожая охраннику оружием. Они набрали продуктов на значительную сумму. Очевидно, их быстро вычислили по записям с камер наблюдения, и возникло множество вопросов, на что они рассчитывали, совершая такое дерзкое преступление. В качестве оправдания своих действий они заявили, что просто хотели поесть, что и подтолкнуло их к разбойному нападению. Теперь голодающим грозит до 10 лет лишения свободы. А это Сургут, настоящая нефтяная столица России. Город, который возник в XVI веке как форпост нашего государства в Сибири. Его история тесно связана с периодом Советского Союза, когда здесь были обнаружены огромные запасы нефти и газа. Разработка месторождений велась всем Союзом, что сделало город в некоторой степени многонациональным. Однако даже здесь не утихают споры о нравах и обычаях новых жителей постсоветского пространства. Недавно в одном из ларьков, где трудолюбивые выходцы из Средней Азии готовят шаурму и другие блюда для местных жителей, произошел инцидент, который вызвал широкий резонанс. 2 местных подростков зашли перекусить, но вместо еды получили неожиданное внимание от молодых и крепких шаурменов. Внезапно одному из мальчиков в голову прилетела банка из-под соуса. Что именно стало причиной конфликта? Возможно, подростки что-то сказали или сделали, что оскорбило иностранных работников. Однако, глядя на видео с рассказом одного из мальчиков, в это трудно поверить. Это тихий и худенький ботаник в очках. Может быть, разногласия возникли из-за расчета или содержимого заказа, или, возможно, мигранты просто решили продемонстрировать, что клиент не всегда прав. В любом случае, банка полетела, и подростки, не найдя сил на ответ, просто сбежали из ларька, бросив в окно снежок от бессилия. Снежок не причинил вреда, но, видимо, перемкнул какие-то нервные контакты у шаурменов, превратив их в настоящих терминаторов. Один из них выскочил на мороз и начал преследовать мальчиков. Мы убежали от него, зашли в магазин. После этого выходим, и он меня сбивает с ног. Потом схватил за волосы и потащил, рассказал один из подростков членам русской общины, к которым обратились за помощью родители мальчиков после нападения. Члены русской общины отреагировали быстро и посетили заведение, где работали нападавшие. «Я не бил, я только за волосы держал. Знаю», — заикается один из шаурменов при виде толпы суровых мужчин. Однако общинники не стали учинять самосуд и вызвали полицию. Пока специалистам по общественному питанию инкриминируется только нелегальное присутствие в России,
У них не было даже договоров на работу, но им грозит уголовная ответственность за нападение на мальчиков. Сейчас проводится медэкспертиза, а община делает все возможное, чтобы виновники издевательств над детьми ответили по закону. Саму шаурмичную закрыли, работать в ней пока никто не может, сообщает русская община. С мигрантами безопаснее, уверял Федоров. Но что он скажет теперь? Достаточно просто посетить котельники, чтобы прочувствовать на себе все прелести мигрантских гетто. Это подчеркивают даже подписчики самого Федорова в его же собственном телеграм-канале. Проблема мигрантов существует, и она в том, что их никто не контролирует. Их собирают в диаспоры, промывают мозги ваххабитскими идеями. А этим должны заниматься наши службы, которые призваны управлять всем этим. Тогда и народ будет спокоен. О многих преступлениях мигрантов не пишут и не показывают в СМИ. Хуже всего то, что русскому пострадавшему никто не помогает, а мигранту-преступнику проплачивает диаспора. Но дело не только в общественном возмущении, но и в циничном лукавстве депутата, который очерняет своих соотечественников, но сам живет далеко от опасных мигрантских районов. Согласно официальной декларации о доходах за 2020 год, Евгений Федоров владеет 4 квартирами, а 5-ю еще и сдает в аренду на срок своих полномочий. По данным Росреестра, квартира с самой большой площадью расположена в элитном комплексе «Кутузовская ривьера», всего в 7 километрах от Кремля, в экологически благоприятном районе, который находится между заказником долины реки Ситунь и Волынским лесом. А не переехать ли ему поближе к мигрантам? Тем временем в Новосибирской области мигранты обратились за защитой к уполномоченному по правам человека в регионе, недовольные беспределом силовиков, которые, по их мнению, безжалостно выявляют нарушителей миграционного законодательства, выдворяют их из страны и ставят запреты на въезд. За 2024 год новосибирский омбудсмен Елена Зерняева зарегистрировала жалобы от 18 иностранных специалистов, которые жалуются на рейды правоохранителей, а также на сложности с получением российского гражданства. При этом на иностранцев от россиян поступила только 1 жалоба, подчеркнула Елена Зерняева. Стоит отметить, что в текущем году силовые ведомства регулярно проводят проверочные мероприятия в местах скопления мигрантов. Очень часто среди иностранцев выявляются нарушители миграционного законодательства. В начале 12-го месяца полицейские проверили более 2000 приезжих, работающих в заведениях общепита, торговых точках и на рынках. К мероприятию также были подключены сотрудники ДПС, которые уделили внимание гостям из ближнего зарубежья на дорогах региона. В результате рейдов правоохранители обнаружили 242 нелегала. 66 из них помещены в спецприемник для последующей депортации. Кроме того, в отношении 186 непрошенных гостей принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, и, напомним, мигрантам разрешили сдавать экзамен по русскому языку в Душанбе. Это стало возможным благодаря тому, что в перечень госучреждений, проводящих экзамен по русскому языку в качестве иностранного, по истории и законодательству России попал филиал Московского центра качества образования в столице Таджикистана. Известие об этом буквально вызвало экстаз у иностранцев. Они уверены, результаты тестирования можно будет купить и с поддельным сертификатом заявиться в Россию, и уже в комментариях к новости открыто спрашивают о расценках. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!